вами автомобиль ЗИЛ-167, предназначенный для труднопроходимых местностей и работы вне дорог. Зимой его испытывали в уральских снегах, а теперь в Подмосковье. На автострадах ЗИЛ-167 шел со средней скоростью 60 км в час, а плавность хода была не хуже, чем у легковых автомобилей. Даже на проселочных дорогах, где обычные автомобили немилосердно трясет, ЗИЛ-167 шел быстро и плавно. Однако для такого автомобиля важна не только скорость, но и проходимость и тяга. Для проверки тяги автомобилестроители провели специальные испытания. Сцепленные вместе гусеничный транспортер ГАЗ-47 и трехосный грузовик ЗИЛ-157 имеют солидный вес около 14 тонн. Но ЗИЛ-167 легко тянет стоящие на тормозах машины по глубокому рыхлому песку. Ну что ж, тяга неплохая. А как насчет проходимости? По традициям испытателей, для проверки ходовых качеств ЗИЛ-167 выбрано такое место, куда ни один водитель на обычной машине даже близко подъехать не отважится. Угол спуска доходит до 25 градусов. Порой становится непонятным, как 12-тонная махина может удерживаться на такой крутизне. Кажется, вот-вот опрокинется под откос. Но автомобилестроители ЗИЛа уверены в своей машине. Эта уверенность имеет достаточные основания. Пониженное давление в шинах, 3 ведущих оси и надежная тормозная система. Дно песчаного карьера покрыто буграми высотой до 1,5–2 метров. Однако автомобиль спокойно передвигается даже по такой сыпучей и неровной поверхности. Предательская податливость песка сменяется неколебимостью каменных глыб. Выяснилось, что ЗИЛ-167 успешно преодолевает каменистую россыпь с валунами высотой до метра и спокойно проходит броды 2-метровой глубины. Преодоление брода с каменистым дном не вызывает затруднений у машины. Новый район испытаний – заросшее болото. И здесь, куда заказан ход другим колесным автомобилем, ЗИЛ-167 спокойно движется вперед. Машине автозаводцев не страшны и не заросшие болота. Даже когда твердый подстилающий слой находится на глубине 1,5 метров, ЗИЛ-167 не теряет своих ходовых качеств. Автомобиль проходит там, где раньше безраздельно властвовали только вот такие вездеходы. Автозаводцы решили использовать болото для проведения еще одних тяговых испытаний, на этот раз по илистому грунту. ГАЗ-47 весит 5200 килограммов, гусеницы его заторможены, но ЗИЛ-167 убедительно доказывает, что его тяговые возможности использованы далеко не до конца. И снова брод, на этот раз песчаный. Здесь нет на дне скрытых камней, поэтому скорость можно не сбавлять. А это испытание посерьезнее. Подъем по травяному склону. Для серийного грузовика высокой проходимости предел крутизны в подобных условиях 30 градусов. ЗИЛ-167 преодолевает подъем в 41 градус, несмотря на то, что трава мокрая после недавнего дождя. Автомобилестроители завода имени Лихачева испытали свою машину практически на всех видах рельефа местности. И со всеми заданиями ЗИЛ-167 справился отлично. На спусках с травяного склона предельной крутизны определить не удалось. Во всей округе не нашлось холма, с которого автомобиль не смог бы спуститься.
Требовалось лишь предельное внимание водителя. Боковая жесткость шин невелика, и при вывешивании на средних колесах машину может неожиданно увести в сторону. При виде вот такой дороги сдают нервы самых бывалых водителей. Еще бы! На песчаном подъеме большинство колесных автомобилей ожидает печальная участь. А как справиться с ЗИЛ-167? Если ГАЗ-69 зарылся по оси при подъеме с углом 15 градусов, автомобиль с маркой ЗИЛ успешно берет подъем крутизной 22 градуса, причем под его колесами не твердое основание, а многометровый слой сыпучего песка. Два двигателя по 180 сил каждый легко несут вверх огромную машину. Прошло лето, наступила осень, но испытания продолжались. Не снижая скорости и не теряя управляемости, ЗИЛ-167 проходил многокилометровые дистанции по жидкой грязи глубиной до метра. Реки покрылись первым льдом, но и лед не мешал испытателям успешно преодолевать броды. Не задерживали машину ни естественные, ни искусственные препятствия. Даже мелколесье не было преградой новому автомобилю. Многочисленные и разнообразные испытания в различных дорожных, а вернее бездорожных условиях, в различных климатических поясах показали, что автомобилестроители завода имени Лихачева создали мощную, выносливую, высокопроходимую машину с широкой сферой применения. В самых различных отраслях народного хозяйства страны окажется незаменимым новый автомобиль марки ЗИЛ.